Идея создания танка зародилась в разгар Первой мировой войны, когда стало ясно, что традиционные методы ведения войны требуют переосмысления. Битвы на окопах и пустошах, где пули свистели над головой, не давали возможности ни атаковать, ни защищаться эффективно. В ответ на эти вызовы появилось несколько смелых концепций, которые стали основой для первого танка в истории. Первой заметной попыткой создать машину, способную пересекать окопы и защищать своих бойцов, стала работа британского инженера Эрнеста Свинтона. В 1806 году он предложил проект, известный как танк, однако оригинальная идея оставалась на бумаге. Но вскоре был создан прототип под названием Little Willie, который дебютировал в 1807 году. Эта машина была настоящим техническим экспериментом. С тремя большими колесами спереди и гусеницами сзади, Little Willie стал вдохновением для более серьезных разработок. К концу 1800 года британская армия представила уже более продвинутый проект Mark V. Этот танк, который стал первым серийным образцом, был запущен в производство и использовался на поле боя. Он имел два варианта – душ и плащ. Первый был вооружен пушками, а второй – пулеметами. Существует множество историй о том, как этот новаторский танк произвел фурор на полях сражений, причем на его появление в бою сильно повлияли шок и недоумение противников. Однако, несмотря на свою примитивность по сравнению с современными образцами, Марк Вина действительно продемонстрировал, что концепция танка имеет огромное значение. Он оказался достаточно устойчивым для того, чтобы пересекать траншеи и преодолевать препятствия. 1808 год показал, что танки могут не только спасать жизни, но и менять ход сражений. Британские войска использовали их в битвах при Камбре, где их использование стало настоящей сенсацией. Среди ключевых характеристик первых танков была их защита. Марк Прей имел стальной корпус, что обеспечивало определенную степень защиты от огня противника. Но, несмотря на это, многие машины были подвержены разрушению от артиллерийского огня или просто застревали в грязи. Проблемы с передвижением часто ставили под угрозу выполнение боевых задач. Тем не менее, успех первых танков вдохновил конструкторов по всему миру на создание новых моделей. Другие страны начали разрабатывать свои версии, стремясь улучшить идеи британцев. Это приведет к созданию новых, более мощных и эффективных машин. На горизонте уже маячила новая эра военной техники, которая продолжит развиваться с каждым годом. Итак, всего за несколько лет мир стал свидетелем рождения нового класса боевой техники, который изменит облик войны навсегда. Но это было только начало. Следующая глава истории танков станет еще более яркой и впечатляющей, когда мы взглянем на то, как они повлияли на ход Первой мировой войны, перейдя от идеи к реальности в кровавых сражениях. С началом Первой мировой войны традиционные методы ведения боевых действий оказались под угрозой. Окопные схватки, в которых артиллерия и пехота подвергались свирепому огню противника, требовали инновационных решений. В это время на поле боя появилась новая, непривычная машина – танк. Британцы первыми осознали необходимость такой техники и начали массовое производство. Первым серийным танком стал Марк Бум, который вышел на поле боя в 1916 году. Этот танк был настоящим прорывом, поскольку его конструкция позволяла преодолевать окопы и тяжелые препятствия. Марк Варя имел два основных варианта – душ с пушками и плащ с пулеметами. Оба варианта стали настоящим шоком для противников. На сражении при Флан-дю-Нор, когда танки впервые были использованы в большом количестве, враги были настолько поражены, что некоторые из них просто бежали с поля боя. Однако, несмотря на революционные изменения, Марк В не был идеальным. Слабой стороной танка была его скорость. Всего около 4 миль в час, что делало его уязвимым для противника. Кроме того, танк часто застревал в грязи или на минных полях, что ставило под угрозу жизнь экипажа и выполнение команд. Тем не менее, он продемонстрировал, что танк способен изменить ход сражений. Справедливости ради стоит отметить, что другие страны тоже не сидели сложа руки. Французские инженеры начали разрабатывать свои собственные танки. Так появился Renault FT, который имел превосходные характеристики по сравнению с Mark Варай. Этот танк стал первым в мире с поворачивающейся башней и мог использовать различные виды вооружения. Renault FT стал основным танком французской армии и был произведен в количестве более 3000 единиц. В то время как британские танки по большей части использовались для прорыва линии фронта, французская тактика заключалась в использовании танков для поддержки пехоты и атаки на фланге противника. Это открытие, в свою очередь, значительно увеличивало эффективность боевых действий. К 1917 году танки стали важной частью военной стратегии. Битва при Камбре ознаменовала собой новую эру применения танков на поле боя. С помощью более совершенной модели Mark IV британцы смогли ввести в бой внушительное количество танков, что дало им возможность нарушить оборону противника и добиться значительных успехов. Эта битва стала одним из лучших примеров применения танков как нового средства ведения войны.
Таким образом, танки Первой мировой войны не только изменили саму концепцию войны, но и положили начало новой эре в военной технике. Это было лишь начало их долгого пути, который приведет к созданию мощных боевых машин следующего поколения. И именно эти изменения откроют двери к новым, еще более впечатляющим достижениям, которые ждут нас в следующей главе, когда мы обсудим, как одним из самых известных танков в истории стал символ победы в Великой Отечественной войне. С переходом к следующему этапу развития танков внимание всего мира сосредоточилось на советском 34-м. Эта машина стала не просто символом силы и решимости в годы Великой Отечественной войны, но и показала, как технический прогресс может изменить ход истории. С момента своего появления в 1934 году Т-34 мгновенно стал объектом восхищения и уважения. 34-й был задуман как универсальный танк, который должен был сочетать в себе мощное вооружение, хорошую броню и маневренность. Его конструкция была революционной для своего времени, благодаря чему танк мог эффективно действовать как на открытых просторах, так и в городских условиях. Основное вооружение Т-34 составляла 80-мм пушка, что позволяло ему уверенно вести бой против большинства немецких танков того времени. Это орудие было способно пробивать броню даже самых мощных противников, таких как «Тигры» и «Пантеры». Броня Т-34 также заслуживает особого упоминания. В отличие от многих своих предшественников, советский танк имел наклонные бронированные листы, что значительно увеличивало его защитные качества. Это решение сделало его гораздо менее уязвимым для вражеского огня, поскольку снаряды часто рикошетировали, не нанося ущерба. Благодаря этому Т-34 имел репутацию неубиваемого танка, что во многом способствовало его успеху на поле боя. Однако 34-й не только выделялся своими характеристиками, но и был произведен в огромных количествах. На заводах СССР была налажена массовая сборка, что позволяло создавать тысячи единиц в кратчайшие сроки. Каждый танк выходил из производственной линии с небольшими отклонениями в качестве, но это не снижало его боевых возможностей. Именно большое количество Т-34 сыграло ключевую роль в ходе войны, позволяя советским войскам создавать мощные бронекадры и эффективно наносить удары по врагу. Т-34 стал символом победы во множестве битв, среди которых можно выделить Сталинград и Курск. На этих фронтах танк проявил себя как незаменимый помощник пехоты, нанося значительный урон противнику. Битва при Курске, например, считается одной из крупнейших танковых битв в истории, где советские войска смогли остановить немецкое наступление и начать контратаку. Неудивительно, что Т-34 оставил глубокий след в военной истории. Его конструкция и боевые возможности вдохновили целые поколения танкостроителей, и многие страны начали изучать его опыт. К тому же, благодаря своей надежности, 34-й продолжал использоваться даже после войны, принимая участие в конфликтах по всему миру. Несмотря на все свои достоинства, Т-34 не был без недостатков. Например, его производительность страдала от недостаточной комплектации, что иногда приводило к техническим неисправностям в условиях боя. Но даже эти недостатки не умаляли его легендарного статуса, который был укреплен в ходе сражений. В результате 34-й стал не только важным элементом советской армии, но и символом всей страны, олицетворяя борьбу и стойкость народа. Эти танки, которые долгое время оставались на передовой, не только изменили ход войны, но и навсегда вошли в историю как один из самых мощных и эффективных танков всех времен. В следующей главе мы обратим внимание на другой легендарный танк, который также внес свой вклад в военные достижения – немецкий «Тигр» – орудие страха и уважения. Создание немецкого танка «Тигр» началось в начале 1930-х годов, когда вермахт искал способ улучшить свои механизированные силы. Проектирование началось на заводе Henschel, и уже в 1938 году состоялся первый прототип, названный ПЗКП VSS Tiger. Эта машина произвела настоящий фурор среди военных специалистов и противников. «Тигр» сочетал в себе мощное вооружение, впечатляющую броню и немалую маневренность, став символом немецкой военной мощи. Танк был вооружен 88-мм пушкой, которая могла пробивать броню большинства противников с больших расстояний. Это орудие стало настоящим кошмаром для союзнических танков. На поле боя «Тигр» оказался на редкость эффективным. Его снаряды легко уничтожали даже самые мощные машины противника. К примеру, на Восточном фронте «Тигры» с легкостью расправлялись с советскими Т-34, которые, несмотря на свою эффективность, не могли противостоять мощи немецкой пушки. Однако не только огневая мощь делала «Тигра» грозным противником. Его броня толщиной до 100 мм была наклонной, что увеличивало защитные качества танка. Это решение позволяло снарядам рикошетировать, не нанося вреда экипажу. Немецкие инженеры уделили особое внимание и деталям, таким как система охлаждения и передвижения, что в свою очередь обеспечивало надежность танка в боевых условиях. С первого появления на поле боя в 1942 году «Тигр» завоевал репутацию орудия страха и уважения.
В сражении при Курской дуге, одном из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, «Тигры» сыграли решающую роль, останавливая наступление советских войск. Несмотря на численное превосходство противника, немецкие танки, действуя в хорошо организованных группах, смогли нанести серьезный урон. Это сражение стало ярким примером того, как тактическое применение «Тигров» позволяло им доминировать на поле боя. Но не все было так гладко. «Тигр» также страдал от проблем с механикой и весом. Его масса превышала 60 тонн, что ограничивало мобильность и маневренность. В условиях тяжелых сражений танки часто застревали или страдали от механических поломок. Например, во время операции «Цитадель» многие «Тигры» не смогли принять участие в боях из-за технических неисправностей. Тем не менее, это не снизило его статуса на поле боя. Командиры, знавшие о его огневой мощи и защитных характеристиках, продолжали использовать его как основной ударный танк. К полудню войны, к 1944 году, «Тигр» стал символом не только немецкой военной техники, но и страха на полях сражений. Его появление внушало панику среди противников, что позволяло немецким войскам сохранять психологическое преимущество. Однако санкции, налагаемые на ресурсы Германии, привели к ухудшению производства «Тигров». В результате количество танков на фронте стало сокращаться, что положительно сказалось на союзнических силах. Несмотря на ограниченность в производстве, «Тигр» оставил яркий след в истории танков. Его дизайн и технологии стали основой для создания новых моделей, а его боевые достижения вдохновили множество танкостроителей по всему миру. Даже после войны «Тигр» продолжал оставаться объектом изучения и восхищения. В следующей главе мы обсудим танк, который стал образцом нового поколения – американский М1 «Абрамс», который не только изменил концепцию ведения войны, но и подготовил почву для будущих боевых машин. С появлением американского танка М1 «Абрамс» мир увидел настоящую революцию в области бронетехники. Этот танк, который пошел в серийное производство в 1981 году, стал знаковым представителем нового поколения боевых машин. Его разработка началась в конце 70-х, когда американские инженеры осознали необходимость создания танка, способного справляться с вызовами современных войн. М1 «Абрамс» имеет несколько ключевых характеристик, которые отличают его от предшественников. Во-первых, его основное вооружение – 150-мм пушка. Это мощное орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 4 километров, что дает значительное тактическое преимущество на поле боя. Снаряды, использующиеся в «Абрамсах», способны пробивать даже самые современные бронемашины противника, включая танки, такие как Т-80 и «Леопард». Что касается защиты, то М1 «Абрамс» выделяется своей многослойной броней, состоящей из комбинированных материалов, включая керамические элементы и обедненный уран. Эта броня обеспечивает высокий уровень защиты от противотанковых снарядов и ракет. К тому же танк оснащен активной защитной системой, что находит применение в современных конфликтах, где угрозы могут исходить не только от других танков, но и от средств противовоздушной обороны. Маневренность М1 также поражает. Его мощный газотурбинный двигатель развивает скорость до 60 миль в час на шоссе и более 40 миль в час по пересеченной местности. Это делает танк одним из самых быстрых в своем классе, позволяя быстро реагировать на изменения в боевой обстановке. Экипаж из 4 человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя, управляет танком при помощи передовых систем навигации и связи, что существенно увеличивает его боевые возможности. Первое боевое применение М1 «Абрамс» состоялось во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Этот конфликт показал поразительную эффективность танка в условиях пустынной местности. М1 не только продемонстрировал превосходство в огневой мощи, но и стал символом современной военной мощи США. Бои в Ираке показали, как танк, благодаря своей броне и вооружению, мог легко справляться с противниками, что привело к быстрому захвату ключевых территорий. Однако, как и любой другой танк, М1 «Абрамс» имел свои слабости. В условиях городской войны он иногда сталкивался с проблемами, связанными с ограниченной маневренностью и уязвимостью для противотанковых средств. Тем не менее, его способность адаптироваться к различным условиям боя и постоянные модернизации сделали его одним из самых надежных танков в мире. М1 «Абрамс» стал не только символом американской военной мощи, но и примером того, как танки могут адаптироваться к современным требованиям боевых действий. По мере развития технологий этот танк продолжает оставаться в строю, постоянно обновляясь и улучшаясь. В следующей главе мы рассмотрим другой выдающийся танк – израильский Меркава, который разработан с учетом специфических условий городской войны и необычных тактических задач. Израильский танк Меркава стал настоящей революцией в мире бронетехники. Его разработка началась в начале 70-х годов, когда израильская армия осознала необходимость создания машины, способной эффективно действовать в городских условиях и с учетом особенностей ближневосточных конфликтов.
Первый прототип был представлен в 1970 году, и с тех пор Меркава утвердила свою репутацию как один из самых инновационных танков в мире. Меркава отличается от своих предшественников не только конструкцией, но и философией проектирования. Основное внимание было уделено защите экипажа. Корпус танка выполнен из многослойной брони, включающей сталь, керамику и даже обедненный уран. Эта конструкция обеспечивает высокую степень защиты от противотанковых снарядов и мин, что особенно актуально в условиях городских боев. Броня танка может быть дополнительно усилена специальными накладками, что делает его значительно более выживаемым на поле боя. Вооружение Меркавы также привлекает внимание. Основная пушка танка – 150 мм нарезная пушка, которая может вести огонь как обычными, так и кумулятивными снарядами. Кроме того, на танке установлены пулеметы для ближнего боя, что позволяет эффективно защищаться от пехоты и легкой бронетехники. Интересно, что конструкция танка позволяет ему вести огонь даже в движении, что значительно повышает его боевую эффективность. Меркава была разработана с учетом специфики израильских боевых действий, что позволяет ей эффективно действовать в условиях урбанистической войны. Например, танк может перевозить до 8 бойцов пехоты, которые могут покидать танк через заднюю дверь, что в свою очередь увеличивает шансы на успешное выполнение боевой задачи. Эта особенность позволяет Меркаве выполнять функции бронетранспортера, что делает ее универсальным орудием на поле боя. Первые боевые испытания Меркавы состоялись во время Ливанской войны в 1982 году. Здесь танк продемонстрировал свои превосходные боевые качества. В условиях городских боев Меркава смог эффективно маневрировать между зданиями, обеспечивая поддержку пехоте и обеспечивая безопасные пути эвакуации. В ходе конфликта танк не только выдержал атаки противников, но и нанес значительный урон, что укрепило его репутацию на поле боя. Неудивительно, что Меркава стал символом израильской военной мощи. Несмотря на все свои преимущества, танк не лишен недостатков. Например, его вес составляет около 70 тонн, что может ограничивать маневренность в условиях плотной застройки. Однако разработчики продумали эту проблему, адаптировав систему управления и обеспечив высокую степень маневренности. В процессе эксплуатации Меркава неоднократно подвергалась модернизации. Версии танка последующих поколений, включая Меркава 2, 3 и 4, получили новые системы наведения, улучшенную броню и более мощное вооружение. Каждое новое поколение танка отразило опыт боевых действий и технологические достижения, что сделало его еще более эффективным на поле боя. Меркава не только продолжает оставаться в строю, но и вдохновляет другие страны на создание аналогичных моделей. Израильский танк стал образцом для подражания благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к меняющимся условиям ведения боевых действий. На фоне современных конфликтов, где городские бои становятся все более распространенными, Меркава стабильно демонстрирует свою эффективность и остается одним из самых мощных танков в мире. Такие достижения в области танкостроения открывают двери к новым, еще более впечатляющим технологиям, которые ждут впереди. В следующей главе мы погрузимся в мир современных танков, где технологии будущего уже начинают внедряться в боевую практику, меняя представление о том, каким должен быть современный танк. Современные танки представляют собой сочетание передовых технологий и боевых возможностей, которые радикально изменяют облик ведения войны. С начала 2000-х годов мир стал свидетелем значительных изменений в танкостроении, основанных на новых материалах, электронике и автоматизации. Эти изменения делают современные танки высокотехнологичными боевыми машинами, способными адаптироваться к самым различным условиям. Одним из заметных примеров современного танкостроения является российский танк Т-14 «Армата», который был представлен в 2015 году. Этот танк стал настоящей революцией благодаря своей полностью бессемейной башне и инновационным системам управления огнем. Т-14 обладает мощным 200 мм орудием и способен вести бой на больших дистанциях, благодаря чему тактическое преимущество на поле боя становится еще более значительным. Броня танка состоит из композитных материалов, что обеспечивает отличную защиту от современных противотанковых снарядов. Однако Т-14 «Армата» — это не единственный представитель нового поколения. Американский М1А2 «Абрамс» продолжает эволюционировать, получая все новые модернизации. В версии системы боевого управления устанавливаются системы, позволяющие обмениваться данными с другими единицами на поле боя в реальном времени, что делает тактические операции более слаженными. Это позволяет командирам принимать более обоснованные решения и значительно повышает шансы на успех в бою. В современных конфликтах, таких как войны на Ближнем Востоке, танки становятся не только средством ведения открытого боя, но и играют роль в городских условиях. Это потребовало от проектировщиков разработки новых моделей, таких как итальянский танк Ариете и французский Леклерк, которые обладают высокой маневренностью и мощной системой защиты. Их конструкции включают в себя защитные элементы, которые позволяют эффективно противостоять угрозам от гранатометов и противотанковых ракет. Также стоит отметить, что современные танки используют активные защитные системы.
Например, израильская система «Железный купол» и российская «Афганит» позволяют танкам перехватывать вражеские снаряды и ракеты, что значительно увеличивает выживаемость экипажа и машины в бою. Эти системы делают танки менее уязвимыми и позволяют им выполнять боевые задачи в условиях, когда противник использует современные средства поражения. Автоматизация и цифровые технологии также играют важную роль в современных танках. Экипажи теперь могут использовать системы наведения, которые помогают точно наводить орудие на цель и координировать действия с другими боевыми единицами. Это значительно снижает время реакции на угрозы и увеличивает общую эффективность танка на поле боя. На фоне описанных технологий стоит упомянуть и о новых концепциях боевых действий, связанных с использованием беспилотных средств. Важной частью будущих танковых операций станет интеграция беспилотных летательных аппаратов, которые смогут осуществлять разведку и поддерживать танки, предоставляя информацию о поле боя и выявляя угрозы. Современные танки — это не просто машины, это высокотехнологичные боевые платформы, которые отражают последние достижения в области науки и техники. Они становятся все более многофункциональными, что позволяет им выполнять самые разнообразные задачи в условиях меняющегося поля боя. Эти изменения открывают новые горизонты для танковых войск, создавая уникальные возможности для ведения боевых действий. В следующей главе мы глубже погрузимся в мир секретных разработок танков, которые так и не увидели боевых действий, но оставили значительный след в истории военной техники. В мире военной техники есть множество примеров танков, которые так и не вышли в бой, но их разработки оставили значительный след в истории. Эти секретные проекты часто были результатом тщательной работы инженеров и конструкторов, которые стремились создать машины, способные изменить ход боевых действий. Одним из таких примеров является американский танк T-28 Super Heavy, который был разработан во время Второй мировой войны. Этот громоздкий монстр весил около 100 тонн и предназначался для прорыва немецких укреплений на Западе. Однако война закончилась до того, как он смог увидеть поле боя, и только несколько прототипов были построены. Другим интересным проектом стал советский танк Объект-279. Этот танк был разработан в конце 50-х годов и выделялся своей уникальной конструкцией с четырехопорной системой и наклонной броней. Его основное вооружение состояло из пушки калибра 100 мм. Несмотря на впечатляющие характеристики, проект был закрыт, так и не дойдя до серийного производства, так как в тот момент военные стратегии начали смещаться в сторону ракетных технологий. Не менее интересным является проект немецкого танка Porsche Type 108, который был разработан в начале Второй мировой войны. Его отличительной чертой была батарея из 14 гибридных дизельных электромоторов, что обеспечивало ему высокую маневренность и мощность. Однако проект был отменен, когда руководство вермахта решило сосредоточиться на более традиционных моделях, таких как «Тигр». Также стоит упомянуть о проекте Т-95 или Объект-279, который был предназначен для охраны границ Советского Союза. С мощным орудием калибра 100 мм и уникальной конструкцией этот танк стал одним из самых впечатляющих проектов того времени. Тем не менее, он так и не был принят на вооружение, поскольку военные эксперты решили, что его возможности не соответствуют современным требованиям. Многие из этих танков стали жертвой изменения военных стратегий и бюджета, что также привело к их отмене. Например, в Соединенных Штатах был разработан проект М-103, который должен был быть тяжелым танком для борьбы с советскими танками. Однако с окончанием Холодной войны этот проект также был закрыт, и танк так и не поступил в серийное производство. Кроме того, стоит упомянуть о танке Т-74, который создавался в Советском Союзе в начале 70-х годов. Этот проект был направлен на улучшение характеристик Т-62 и Т-64. Однако из-за финансовых и технологических ограничений проект был заморожен, а в дальнейшем полностью отменен. Несмотря на то, что эти танки не появились на поле боя, их разработки и идеи легли в основу многих современных моделей. Как правило, эти проекты были результатом экспериментов, направленных на преодоление существующих проблем в танкостроении. Они стали значимыми вехами в эволюции военной техники, открывая новые горизонты для будущих поколений танков. Секретные разработки танков, которые так и не увидели боевых действий, демонстрируют, что война не всегда ведется на передовой. Она также включает в себя многоуровневую работу инженеров и конструкторов, которые стремились создать идеальное оружие. Эти танки, хоть и остались в тени, все же имеют свое место в истории, вливаясь в поток идей и технологий, которые продолжают развивать мир танков и боевых машин. В следующей главе мы обратим внимание на неожиданные факты о танках, которые могут вас удивить и расширить ваше представление о военной технике. Танки, которые мы знаем сегодня, имеют много неожиданных фактов, которые могут удивить даже самых искушенных любителей военной техники. Например, когда мы говорим о танках, многие представляют их как мощные, неповоротливые машины, но на самом деле некоторые модели развивали весьма впечатляющую скорость. Так, немецкий танк ПЗК-ПФ-3 имел максимальную скорость до 28 миль в час. Это было быстро для своего времени.
Этот танк использовался в начале Второй мировой войны для быстрого наступления и разведки, что позволило немецким войскам эффективно использовать тактику блицкрига. Кроме того, в мире танков существует множество мифов. Одним из самых распространенных является представление о том, что все танки непроницаемы для огня противника. На самом деле большинство танков имеют уязвимые места. Например, у советского Т-34 слабым местом была задняя часть корпуса, где броня была тоньше. В бою это часто становилось причиной потери танка, если противник мог прицелиться в это место. Интересно, что первые танки использовались не только для уничтожения врагов, но и для поддержки пехоты. Британские танки Марк Мяу в 1916 году были разработаны как средство для прорыва линий противника и поддержки солдат. Однако это не исключало их использование в качестве мобильных укрытий для пехотинцев, что позволяло им продвигаться на передовую с меньшими потерями. Стоит отметить, что танки имели и культурное влияние. Например, советский Т-34 стал символом не только военной силы, но и гордости страны. Его изображение часто использовалось в пропаганде и даже в искусстве. В фильмах и книгах Т-34 изображался как непобедимый танк, что способствовало созданию мифов о его невероятной эффективности на поле боя. Кроме того, в мире танков существует множество историй о необычных модификациях. К примеру, в рамках боевых действий в Афганистане советские танки Т-55 иногда модифицировались для установки на них противовоздушного вооружения, что превращало их в многофункциональные боевые платформы. Это подтверждает, что необходимость всегда порождает новые идеи. Еще одним интересным фактом является использование танков в роли дорожных помощников. В 1983 году, во время Холодной войны, танки Т-62 использовались для прокладки дорог в труднодоступных районах. Их мощные движки позволяли легко справляться с тяжелыми условиями. Не стоит забывать и о том, что танки иногда становились объектом шуток и мемов в интернете. Например, танк М1 Abrams стал героем множества видео и изображений, где его сравнивают с другими машинами, показывая, как его размеры и мощь противостоят даже самым экзотическим противникам. Таким образом, мир танков полон неожиданных фактов и историй, которые делают их не только предметом военных действий, но и важной частью культурного наследия. Эти механизмы не только изменили ход войн, но и олицетворяют множество историй и мифов, которые окружают их. В следующей главе мы рассмотрим, как танки стали частью нашей культуры, от фильмов до видеоигр, где они продолжают вдохновлять новые поколения. Танки стали неотъемлемой частью культуры, проникая в фильмы, видеоигры и литературу, что отражает их значимость не только на поле боя, но и в сознании общества. В начале одного из самых известных военных фильмов «Танкист» зрители становятся свидетелями захватывающих боевых сцен, в которых советский Т-34 оказывается в центре истории, демонстрируя свою мощь и мужество экипажа. Этот фильм не только рассказывает о сражениях, но и служит данью уважения к танкистам, чей героизм оставил след в истории. Видеоигры также не обошли стороной тему танков. Игры, такие как World of Tanks, привлекли миллионы игроков по всему миру, позволяя им управлять различными моделями танков, от исторических до современных. Игроки могут исследовать разные стратегии, участвуя в битвах с товарищами и противниками. В этой игре танки перестали быть просто машинами. Они стали символами стратегии и командной работы, а также исторического наследия. Кроме того, танки стали популярными персонажами в комиксах и графических романах. Многие истории берут за основу реальные события, соединяя их с вымышленными элементами. Например, в комиксах часто изображаются необычные миссии, в которых танки участвуют в борьбе с мифическими существами или злодеями, что добавляет элемент фэнтези в военную тематику. Это привлекает как любителей истории, так и поклонников фантастики. Танки также нашли отражение в искусстве. Художники создают картины, где танки изображены в боевых сценах, а также в качестве символов силы и мужества. Эти работы помогают сохранить память о войне и ее героях, в то время как танки становятся частью культурного наследия. Например, выставки военной техники стали популярными, где танки выставляют как экспонаты, позволяя посетителям узнать больше о их истории и значении. Не стоит забывать и о музыкальной культуре. Песни, посвященные танкам и войне, часто становятся гимнами, вдохновляющими солдат и граждан. В некоторых случаях такие композиции включают в себя звуки танков, что добавляет мощь и динамику к музыкальным произведениям. Это создает эмоциональную связь между музыкой и историческими событиями, позволяя людям осознать значение танков в контексте войны. Танки также становятся темой для мемов и интернет-культуры. В социальных сетях можно встретить множество шуток и изображений, в которых танки сравниваются с популярными культурными элементами или используются для создания комичных ситуаций. Эти мемы помогают облегчить восприятие суровых историй войны, добавляя элементы юмора к серьезным темам. Таким образом, танки стали не просто военной техникой, но и важной частью культуры. От фильмов и игр до искусства и музыки они продолжают вдохновлять и привлекать внимание людей во всем мире.
Танки, как символы силы и инноваций, навсегда останутся в истории, и их влияние продолжает ощущаться в современном обществе.